Здравствуйте, дорогие зрители! Вас приветствует кошка Маруся, мальчик Глеб и дедушка Свин на своем настоящем поезде. Кто с ним приехал сегодня? Котенок Базилик и Улыка Леопольдовна. А почему у нас сегодня столько паровозов тут? Интересно. Да потому что у нас начинается серия роликов про историю железных дорог и локомотивов. Дело в том, что папа купил на eBay журналы, которые издает Испанский музей Дель Прадо, музей всего на свете, самый большой в Испании. И в этих журналах рассказывается о локомотивах. Вот у нас тут сегодня журнал номер 1, в нем рассказывается про паровоз под названием «Летучий шотландец» Flying Scotsman, тип А1. Смотрите, в каждом журнале, пролистай чуть-чуть, пожалуйста, дальше, тут вкладки такие есть. Давай вкладку откроем. Вот такая вот такие там вкладочки, на которых рассказывается про каждый из этих локомотивов. Как вы знаете, сейчас паровозы не используются. Используются электровозы, тепловозы. И здесь мы видим шотландца. Это человек такой, они живут в Шотландии. Вот там мужчины ходят в юбках. Ну, сейчас, конечно, не ходят, но раньше ходили. И у него шотландский народный инструмент. Вот много-много дудочек торчат из одного большого мешка. А у нас такого поезда нет. Да, вот с первым журналом шел такой большой буклет. Вот такого поезда нету. Мы еще не все купили. Мы только 20 номеров из 100 купили. А тут смотри, какие красивые. Вот эти вот, смотри, они как из мультика. Какой-то мультик-то назывался-то про поезда. Вот, там такие, это в американском стиле такие локомотивчики. И вот эти тоже очень такой американский вид у них. А это уже что-то европейское. А это что-то на Швейцарию похоже. И 100 локомотивов в мире? Нет, конечно, локомотивов гораздо больше. Просто решили ограничиться 100 журналами. А в каждом журнале-то еще не про один локомотив рассказывается, а вот... Ну, в первом, да, в первом и то про несколько, про историю локомотивов. Вот. Самый первый паровоз в мире, ракета называется, да. На рельсах, а он еще в музее в одном стоит без рельс. Тут также история паровых двигателей, история рельс. Ну, давай расскажем про сам паровозик. Смотрите, какой он красивый. У него отцепляется тендер. Что такое тендер? Может, Базилик знает? Мяу. Ну, тендер — это такой вагончик, в котором везут мяуголь, то есть уголь, который нужен для того, чтобы вода кипела в топке паровоза, создавался пар. Это какой паровозик? Ну-ка покажи мне его, пожалуйста. Так ты стоишь рядом с мяу. С мяу? Да, вот этот он и есть. Ой, это зелененький. Да, он очень красивый. И он водил поезд, на котором ездила королева Англии. Ой, я тоже хочу, как королева Англии, поездить на нем. А вы знаете, что этот паровоз возили вместе с королевой Англии на другие континенты, когда она через океан отправилась в Австралию и в Америку, то этот паровоз
тоже повезли вместе с ней, чтобы он там мог вести королевский поезд. Мяу. А как же они везли паровоз через океан? Ну, Базилик, я не знаю. Я прочитал то, что написано в журнале, и так и не понял, как они везли этот паровоз через океан. Глеб, как ты думаешь, как они везли паровоз через океан? Наверное, они на корабле его отвезли. Ну да, мне кажется, что это тоже самое простое решение было бы. Посмотрите, какой красивый паровозик. Вот. Это Flying Scotsman, то есть летучий шотландец. Это не марка паровоза, это название именно вот этого конкретного паровоза, номер 4472. Если в вашей семье есть автомобиль, у него есть какой-то номер, который висит спереди и сзади. Вот. И также у всех паровозов бывают номера. Еще посмотрите, у паровозов бывает колесная формула. Ну-ка посмотри. Впереди есть тележка, на которой паровой цилиндр. Этот паровой цилиндр приводит в движение 3 пары колес, да? 3 пары, Глеб, это сколько? 6. 6. И 1 пара колес под кабиной, 2 пары колес перед ведущими колесами. Это называется колесная формула паровоза 462. Привет, котик. Мы тут рассказываем сегодня про всякие паровозики. Вот это английский королевский паровоз. Летучий шотландец. Давайте найдем, сколько времени он проработал. Его сделали в 1924 году. А перестал он работать. Ну, в общем, скажу я вам, друзья, что он проработал больше 40 лет. И он до сих пор еще способен водить поезда. Котятам очень весело изучать поезда. Да, поезда это очень интересно. А в следующем видео этой серии мы расскажем, зачем нужны рельсы. Глеб, давай пока скажем до свидания нашим зрителям. Мяу-мяу. До свидания, дорогие зрители. Делитесь этим видео в социальных сетях и подписывайтесь на канал.